Друзья, всем привет! Сегодня у нас второе видео по реанимации и по наращиванию корней вот этим вот трем орхидеям. На нашем канале вчера было видео, в котором мы потрошили вот эти орхидеечки, доставали их из магазинных горшков и срезали корни. Корней у этих, друзья, орхидей абсолютно нету. Это было во вчерашнем видео, но вчерашнее видео, оно у меня, те процедуры, которые были во вчерашнем видео, я проделал позавчера. И позавчера сказал, снимая видео, что день-два нужно для того, чтобы понаблюдать за этими орхидеями, чтобы они подсохли и уже посмотреть на их динамику, куда они начнут двигаться и что с ними будет происходить. Вот я сегодня планировал с ними проделать одну процедуру, но внимательно осмотрев, вот буквально вчера еще не было, вчера этого не было, но за ночь появилась у одной орхидеи вот такая вот, друзья, картина. Орхидея, которую мы больше всего колдовали, зачищали, да, и вот у нее такая дырка туда внутрь, стала желтеть вот этот вот листик от основания. И вот сегодня, друзья, в сегодняшнем видео, сейчас мы позанимаемся этой орхидеей. И уже после того, как проведем сегодня процедуру, уже перейдем в следующем видео к следующим процедурам с двумя остальными орхидеями и будем наблюдать за этой. Значит, на канале я сделал плейлист, который называется «Взрослые орхидеи. Наращивание корней». Да, вот так. Взрослые орхидеи без корней, наращивание корней орхидеи. Вот так вот звучит. Орхидея Монпелье и биглипы, желтый шоколад биглипы. Вот так называется плейлист. В общем, в начале точно взрослые орхидеи без корней. Вот так, по-моему. В общем, заходите в раздел плейлистов, там собраны будет вся история про эти три орхидеи, начиная от распаковки, вчерашнего видео о их обрезке и зачистке, обработке. И вот сегодняшнее видео мы плотненько позанимаемся вот с этой вот орхидеей. Ну что, поехали! Для начала, друзья, давайте все-таки посмотрим, как выглядят наши три орхидеечки, каждую по отдельности зафиксируем. То есть это у нас сегодня предстоит на операционный стол орхидейный попасть. Ну, а вот эти две мы сейчас с вами посмотрим, как они себя чувствуют. Итак, шоколадик наш, желтый шоколад. Второй, вот такая вот у нас картина, корешки подсохли, все высохло, вот вроде бы таких вот, знаете, каких-то таких вот нехороших пятен я пока не вижу, гнилей, прям нехороших гнилей, вот, но пока понаблюдаем, в общем, до следующего дня понаблюдаем за этой орхидеей. Так, теперь я их поставлю в другие. Вот в такие вот кашпо, более просторные и где можно налить на дно воды, чтобы они могли стоять и получать влагу, и вода это будет выманивать корешки. Так, пока в сторонку убираем. Так, подождите, забыл бирочку-то, я уже бирочки им всем приготовил, это у нас, вот она, туда кидаем на дно пластиковую. Так, это у нас орхидея Монпелье, бабочка, да, Монпелье бабочка. Ну вот она была лучше всего. То есть вот у нас тут корешок вот этот вот, он подсох, его можно дообрезать. Вот этот тоже корешок у нас тоже. Значит, хороший комментарий написала под прошлым видео одна из зрительниц, значит, когда написала, что она не согласится со мной в том плане, что она, значит, была против, что я обрезал тоненькие, значит, серединки, снимал веломен, как она написала, что это оболочка, а вот тонкие вот такие вот нити, они продолжают работать и впитывать, значит, воду.
Поэтому их ни в коем случае нельзя удалять и все такое прочее. Значит, еще раз хочу сказать, сказала, что на своем опыте. Я хочу следующее сказать, что, еще раз, что тонкие нити без веломена воду не впитывают. Вот, кто бы вам что ни говорил. То, что орхидея стала оживать, это заслуга листьев. Листья работают как корни. Тонкие нити, вот эти тяжи, они без веломена не работают. Не слушайте никого. Это любой вам биолог скажет, который занимается орхидеями. Веломен – это не оболочка. Веломен – это такая губка накопительная воды и главная задача веломена, веломен является дверьми, через которые влага попадает в этот тяж. Сам по себе вот этот тяж, он воду не может впитывать. То есть веломен является такими дверьми, таким краном своеобразным, через который в этот веломен попадает вот эта влага. Сам по себе корень не питает влагу. Это заблуждение, что веломен это простая оболочка, и тоненький корешок может сам по себе работать. Он не работает, этот корешок. Воду в отсутствии веломена и нерабочих корней начинает впитывать листья из окружающей среды, из воздуха, вот прямо вот из пространства, потому что любое наше пространство, оно состоит не только из влаги, влажность, да, но и из других различных микроэлементов, являющимися, в том числе и азот, являющимися питательными веществами для орхидей. Так, ну вот вторая у нас орхидея Монпелье вот в таком состоянии. Так, мы ее тоже сюда. Вот так вот она. Бабочка Монпелье. Забрасываем ее сюда. Основанием ставим. Вот такие кашпо мне нравятся прям для реанимации и наращивания корней. Основание не касается дна, а вот сюда можно наливать воду. Так, идем дальше. Теперь возвращаемся к нашей пациентши. Это у нас биглип. Биглип. Проблемный биглип. А сейчас мы позанимаемся с ним. Ну, для начала, друзья, срежем ему вот эту вот. Так, я чуть-чуть вам увеличу. Вот так, да, чтобы вам было хорошо видно. Значит, срежем ему сейчас вот этот вот пораженный, видите, вот такой окрас, некрасивый багрянец. Это очень похоже на развитие жизнедеятельности грибка фузария, фузариоз. Хорошее средство от фузариоза – это фундазол. Но фундазол не такое доступное средство, в магазинах не продается, только в группах. У меня фундазола нету, но фундазол тоже не всегда, скажем так, помогает. Поэтому будем применять сегодня старое проверенное средство контактного действия, которое себя очень хорошо зарекомендовало. Мы его не раз применяли, использовали, и причем очень успешно. Но для начала я предлагаю нам с вами, значит, я не знаю, вот этот вот срезать, пока цветонос не знаю, ну посмотрим сейчас. Давайте уберем вот этот лист. Вот, но как минимум, смотрите, как пена идет. Вот, капнул перекись водорода, вот, и пена эта пошла. Кстати, можно и в дырочки вот эти вот тоже туда эту перекись водорода капнуть. Все-таки тоже она определенные микроорганизмы расщепляет, то есть уничтожает. Вот. Но мы не будем надеяться только на нее. Пример применения и, видите, не совсем удачного привикура, да, то есть привикур не справился с одного захода. Вообще, конечно, привикуром надо обрабатывать 3 раза минимум в подобных ситуациях, но пока раз где-то в неделю. Но пока мы эту неделю прождем, вот эта болячка может развиться и убить орхидею. Поэтому сегодня мы второе средство применим,
которые проверены уже. И это хороший, друзья, такой показатель того, что нету в природе ни одного средства, которое бы в 100% случаях справлялось бы, у 100% ситуаций справлялось бы с болячками. Нету, друзья, такого средства. И кто бы, где бы, какое бы средство вам не рекламировал, оно не будет действовать в 100% ситуаций. Обязательно где-то на какую-то орхидею, какой-то ситуации она не поможет. Вот так и здесь. Мы позавчера искупали орхидею в привикуре. И вот показательно, что одна орхидея у нас продолжает, так сказать, болеть. Поэтому сегодня сейчас я протираю перекисью все наши инструменты, которые мы будем применять. Вот. Да, обязательно все я перекисью обрабатываю. Можно было, конечно, еще с спиртом. Вот так вот. Так. Все. Так, ну что, приступим, друзья, приступим. Я сейчас сделаю вот так вот, увеличу. Постараюсь из кадра не выпадать. Из кадра не выпадать. Так, ну что, чтобы вы все видели, подробно видели. Нам нужно убрать вот эту вот и посмотреть, что у нас здесь под этим желтым местом, где крепится лист сам непосредственно. Для этого мы его сейчас удалим. Вот так в одну сторону. Опа, убрали. Да, смотрим. И в другую сторону тоже сейчас мы его уберем. Вот так вот. Да, хоп. Так, и остались у нас здесь вот это вот. Вот она. Ага, вот она, друзья. Вот до нее мы позавчера и не добрались. Вот до этой черноты, которая, оказывается, видите, была под листом. Под листом лез корень, видите? И этот корень начал подгнивать. И видите, везде по периметру, видите, листик крепится где? К основанию орхидеи. Видите, чернота, то есть гниет. Вот это все вокруг гниет. Поэтому мы сейчас все это дело срежем, уберем и обработаем уже другим средством. Вот это все. Так, ну что, берем и погнали. Вот туда залазим. Вот здесь у орхидеи мягко. Вот туда надо залазить. Я сейчас, наверное, знаете, что сделаю? Срежу этот цветонос. Он существенно мешает мне работать с орхидеей. Прям вот так вот. Опа. Теперь нам стало доступно все. И вот это вот мы срезаем. Можно даже не срезаем, а соскабливаем. Да, вот так вот. Вот эту вот часть мы срежем. Вот это, видите? Поражена и туда внутрь уходит немножечко. Так. Опс. На колени у меня упала орхидея. Так, все. Вот это мы все срезаем.
всю багряную краску, всю черноту мы срезаем. Там, где она не режется, можно соскабливать. Но важно, что дойти нужно до здоровой ткани. Оп. Так, ну вот, примерно вот так. Примерно вот так. Есть у нас, видите, такой багряные кайма, окрасы. Это не говорит о том, что орхидея заражена от 100% фузариозом. Нет, это пигментация от того, что орхидея имеет темные краски в окрасе. Так, ну что, мы это все дело, значит, будем обрабатывать старым проверенным средством Максимум. Он у нас контактным действием обладает хорошим. Мы не раз подобные все истории проходили с гниением основания, с зачисткой механической и обработкой этим средством. Очень хорошее средство. Но еще раз говорю, что нету универсальных средств, единственных, которые бы в 100% помогали, вот прям 100%. Поэтому нужно применять все и следить. Применили, смотрим 2-3 дня. Если есть положительная динамика, все окей. Переходим к следующим процедурам. Если идет у нас отрицательная динамика, то применяем какое-то другое средство. Поэтому в аптечке Архамана должно быть, ну, как минимум 2-3 антигрибковых и антибактериальных средства. Но мы с вами на днях еще буду снимать видео на тему. У нас есть 5 орхидей, и я буду, значит, показывать еще несколько бюджетных, но не менее эффективных средств на орхидеях вот в подобных ситуациях. Вот, то есть расширять горизонты, скажем так. Так, ну что, переходим к побелке, как мне вот как это сказали. Вот, ты так мажешь Максимом, как красишь забор. Да, совершенно верно. Вот теперь мы Максимом вот так вот замазываем все. Вот эту. Максиму тоже, друзья, у нас такой интересный такой фунгицид. Он и антигрибково, и антибактериальными свойствами обладает. И плюс еще некими такими стимулирующими, в том числе как и привикур. Но опять же, привикур на одни средства, на одни грибки, бактерии действует, да? У него одни свойства и эти вещества в составе. У Максима другие. Еще один момент. Некоторые заблуждаются, берут и, не счистив всю черноту или мертвые ткани до живой, начинают сверху замазывать Максимом. Это неправильно. Максим контактного действия. И не срезав пораженные участки, именно не срезав вот эту гниль, не дойдя до живой ткани, Максим может не помочь, потому что под пораженной тканью может находиться, вы сверху ее замазали, но не срезали, а снизу под пораженной, вот этой вот замазанной Максимом поверхностью может находиться болячка, которая дальше пойдет развиваться. Поэтому нужно срезать. Это важный момент. Но ни в коем случае нельзя корни обмазывать. Как вот, знаете, мне недавно тоже в личку прислала женщина фотографию, и там вот она прям замазала, обмазала все корни. Нельзя Максимом мазать корни. Высока вероятность, да даже не высока вероятность, а в 90%, 80% случаев Максим засушит корни, живые, хорошие корни засушит. Так, ну вот так вот, друзья, мы ее обмазали. И вот так мы ее оставим. Через день-два мы к этой орхидее вернемся. Вот, то есть, а пока вот
такая вот ситуация у нас с одним желтеньким биглипчиком, желтым шоколадом. Все, я ее кладу тоже, ставлю точнее в вот такое стеклянное, ну не стеклянное, прозрачное кашпо. Немножко пускай он у меня повисит сейчас. Ну, может, и вот на выемку поставлю ее. Вот так вот. Вот. И бирку брошу. Ну, а в следующем видео про эти орхидеи, друзья, мы посмотрим, как будет чувствовать себя эта орхидея. Остановили ли мы эту желтизну. И проделаем новые процедуры, уже стимулирующие процедуры. Вот с этими двумя орхидеями. Вот. В общем, друзья, вот так вот. Еще хочу рассказать, что у нас есть хороший плейлист на канале, который называется «Максим для орхидей». Там собраны все видео применения Максима и, собственно говоря, и результаты Максима. Хорошие, роскошные результаты. Все, друзья. Всем хорошего настроения, всем добра, здоровья и до встречи в следующем видео. Всем пока-пока.